Привет, друзья! Сегодня я кратко расскажу вам, почему же во времена Союза уличных туалетов было больше, чем домашних. Все дело в наследии, которое Советский Союз получил до его зарождения. До 1917 года в большинстве крупных городов России существовала сеть уборных, которые назывались ретирады. Устроены эти ретирады были так же, как привычные нам уличные туалеты типа сортир. Выгребная яма, над которой возведено строение со специальными отверстиями в полу. В домах, где жили представители привилегированных классов, дворяне и богатое купечество, помещения для отправления естественных надобностей были устроены в квартирах. С 80-х годов 19 века в столицах стали распространяться ватерклозеты, но доступны эти чудеса гигиенической мысли были только состоятельным людям. Унитаз стоил от 6 рублей и дороже, а это по тем временам были весьма немалые деньги. Впрочем, туалеты на этажах черных лестниц и ватерклозеты в квартирах были почти что редкостью. Подавляющее большинство жителей городов Российской империи пользовались ретирадами во дворах своих домов. А вот в 30-е годы во времена Великих Строек в столичных городах наметился перелом. Бытует анекдот, что связано это было с военными парадами, которые тогда проводили очень часто. В Москву свозили большое количество военнослужащих, которых отлично кормили. В результате после каждого парада подъезды ближайших к Красной площади домов, тех самых, в которых жили представители советской элиты, были загажены до нельзя. Это подтолкнуло руководство города к мысли о необходимости строить общественные туалеты. Тем не менее, несмотря на то, что количество городов с канализационной системой медленно, но неуклонно росло вплоть до 1940 года, большинство населения продолжало пользоваться уличными туалетами с выгребными ямами. Это неудивительно. На протяжении 30-40-х годов более 25% населения советских городов жило в одноэтажных частных домах с соответствующими удобствами. Все изменилось лишь в эпоху оттепели, когда началось повсеместное строительство легендарных хрущевок. Вот такие вот дела, друзья. А на этом все. Пока.